Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Тот факт, что Чонгук намеренно опубликовал этот момент среди прочих концертных фото, делает из меня лужу. Так люблю эту его романтичную сторону, которая хочет сохранить миг, наполненный любовью и счастьем. Девятое место. И ведь Тэхён ни секунду не сомневался, что Чонгук его подхватит. Просто расслабленно повис, ожидая, когда его самый сильный мужчина возьмет дело в свои руки. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Вы не поверите, что фанаты услышали на эфире Чонгука. Тайна, которая раскрылась». Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал, на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Интуитивно чувствовать его желание и делать то, в чем он нуждается. Седьмое место. Ролик такой интересный. Чонгук и сам вряд ли объяснит, о чем он думал в ту минуту. Да и Тэхён, стоящий рядом, ничего не понял. Ясно только одно. Стоит Тэйкук оставить одних на той же сцене на минуту, на второй минуте они будут уже доедать глазами друг друга. Шестое место. Поведение пары. Всегда ищет глазами только его одного. Спустя время.
5 место. В своем маленьком мире на двоих. Четвертое место. Он всегда улыбается сердцем, когда обращается к своему Тэхёну. Третье место. Новости. Директор Корейского центра искусств К поделился фотографиями Тэхёна со времен его обучения в старшей школе. Мужчина вспоминает Тэхёна как очень воспитанного и вежливого ученика, чрезвычайно трудолюбивого и целеустремленного. Во время беседы с интервьюером директор отметил, что все сегодняшние достижения BTS заслужены, а личный успех и признание Тэхёна на мировой арене являются свидетельством его многолетней работы и настойчивости, что укрепляет неугасающую страсть молодежи к художественному образованию и искусству, чему он очень рад и тронут. Очередное подтверждение того, что успех не приходит сам собой, а всем несогласным напоминание, сколько сил вкладывали BTS в свою мечту, чтобы оказаться там, где они сейчас. Это разница в их беге. Тэхён лайкнул пост корейского автора и поэта-эссеиста Чо Сон Йена с отрывком из его новой книги «Мы обязательно будем счастливы. Есть люди, которые умеют говорить о своей обиде мягко. Не потому, что не способны разозлиться, а потому, что не хотят разрушать отношения. Поэтому они тщательно подбирают самые добрые и бережные слова. Конечно, было бы легче выплеснуть все как есть, выпустить наружу свои колючки. Но они знают, что эти колючки могут ранить сердце другого человека. Поэтому они лишний раз подумают и подберут слова очень осторожно. Когда-нибудь я тоже хочу стать таким человеком. Тем, кто не позволяет эмоциям брать верх и ранить других, а умеет сдержаться, обдумать свои чувства и выразить их красиво и бережно. Тем, кто способен даже свою обиду перевести на язык доброты. Теплым человеком, который бережет дорогих ему людей и сохраняет эти отношения на долгие годы. В этом буквально весь Тэхён. Даже по тем моментам, которые доступны нам со стороны, видно, как бережно он относится ко всем окружающим его людям, будь то семья, участники, фанаты, стаф, да даже бабушки в кафе. Не так давно на японском шоу он говорил, что раньше они с участниками часто ссорились, а теперь стараются больше слушать и понимать друг друга. Зимой на общем эфире он также упоминал книгу, которая помогает лучше понимать других людей и выстраивать отношения. Тэхён является примером для многих как в творчестве, так и в подаче себя, в отношении к другим людям и многих вещах. Но каждый раз он будто совершенствуется, чтобы быть еще лучшей версией себя. Его линия челюсти.
компания PV Corporation, материнская компания Calvin Klein в Instagram. Эффект Чангука реален. Капсульная коллекция Calvin Klein с Чангуком уже стала самым успешным сотрудничеством бренда на сегодняшний день, вызвав беспрецедентный глобальный спрос, высочайший уровень вовлеченности и сильные продажи во всех регионах. После запуска капсула дебютировала в магазинах Calvin Klein по всему миру со специальными поп-ап пространствами в Северной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе, где потребители выстраивались в очереди вокруг квартала ради возможности купить свои любимые вещи. Ажиотаж продолжился в Токио, где сам Чангук лично посетил флагманский магазин бренда в Харадзюку, чтобы отпраздновать партнерство вместе с друзьями бренда, включая коллегу по кей-поп сцене Мингю. Поздравляем наши команды Calvin Klein с превращением капсульной коллекции в глобальный культурный феномен благодаря силе подлинного сотрудничества, иммерсивному опыту розничной торговли и одному из самых вовлеченных фан-сообществ в мире. Чангук в очередной раз доказал, что его влияние безгранично. Коллаборация с Calvin Klein официально стала самой успешной в истории бренда, превратившись из коммерческого релиза в мировой культурный феномен с сумасшедшими продажами и очередями по всему миру. Он такой iPad-кит, я не могу. Фанатка поделилась диалогом с владельцем одного из Compose Coffee в ее районе. Владелец спросил: «Вы сменили никнейм, пришла забрать заказ после оформления через приложение». Фанатка сказала: «Да, я собираюсь дать понять, что я фанат Ви». Владелец ответил: «Что касается голосования, я проголосовал за, потому что получил от этого большую выгоду. Против проголосовали около 20%. Пожалуйста, не забывайте, что многие владельцы очень поддерживают продление контракта Ви. 20%, которые проголосовали против, или жадные, или не умеют вести бизнес. 20% должны понять, почему они не получают ожидаемой выручки. Это может быть связано с местоположением, качеством обслуживания или многими другими факторами. Потому что остальные 80% довольны. Но удивляет компания с общественным мнением, которая развернулась в Корее против продления контракта с Тэхёном. Большинство владельцев довольны и согласны, тысячи комментариев о том, что они как минимум 2 раза в день посещают Compose Coffee. Отчеты компании о прибыли говорят, что Тэхён стал для них очень прибыльный амбассадор. Но некоторые СМИ стараются запустить волну негатива. Это уже кажется спланировано. Надеюсь, здравый смысл все же победит, а вообще я со своим характером на месте Тэхёна отказалась от контракта с ними и заключила с другой кофейной сетью. Но я не Тэхён, та и 80% не виноваты, что 20% оказались жадинами. А еще, к нашему общему сожалению, Чангук прекрасно знает наши слабости и осознает свою силу. Он очень хорош в этом. Момент, когда Тэхён и Чангук поделились наушниками, вызвал восторг у фанатов в аэропорту. Тэхён и Чангук стали главной темой в социальных сетях после того, как камеры запечатлели, как Ви делился одной из своих наушников с Чангуком, который случайно оставил свои AirPods дома.
Это короткое, но теплое взаимодействие быстро вызвало восторженные реакции фанатов, когда группа отправлялась в Мадрид в рамках мирового турне «Ариренг». К МИДе не терпится это обнародовать. Внешность Чонгука – это лишь верхушка айсберга. Настоящие причины, почему я его ценю и люблю, скрыты в его личности. Одно то, что он не боится быть собой, уже вдохновляет многих. Тэхён сходил в музей Прадо. Фанатка написала: «Я наткнулась на Намджуна и Тэхёна в Мадриде сегодня. Я стояла в очереди перед музеем Прадо, чтобы посмотреть сад земных наслаждений, когда услышала за спиной двух корейских парней, которые болтали. Сначала я не особо обратила внимание, но когда обернулась и увидела профиль одного из них, сразу подумала: это же Намджун. Он все время болтал без умолку со своим другом, наверное, обсуждая картины». В какой-то момент я увидела, как фанатка попыталась к нему подойти, но кто-то рядом с Намджуном ее оттеснил. Позже, когда я перешла в центральный зал, внезапно увидела Тэхёна, который выходил с двумя друзьями и телохранителем. Я была так потрясена, увидев их обоих так близко, что все хватало своих двух подруг и шептала: «Смотрите, это Тэхён! Это Тэхён!» Но его телохранитель нас заметил и все время смотрел в нашу сторону. Это любовь на года. Она не требует громких слов, ей хватает одного взгляда, чтобы все стало понятно. Важные изменения, почему фанаты BTS уходят с Last FM. В последнее время платформа Last FM изменила алгоритмы подсчета рейтинга артистов, а представители сервиса позволили себе неуважительные комментарии в адрес фанатов и наших усилий по поддержке BTS. Как фандом, фанаты приняли решение отозвать поддержку этой платформы и перейти на альтернативные сервисы. Официальные представители Last FM открыто признали, что цель обновлений – убрать BTS и похожих артистов из постоянного топа чартов и трендов. Успех BTS никогда не измерялся рамками одного стороннего приложения. Он измеряется миллиардами реальных стримов на главных мировых площадках, продажами, стадионами и нашей общей поддержкой. Я не знаю, как это комментировать. Интересные факты. В 2025 году Селин, которая годами не проводила показы на подиуме, совершила грандиозное возвращение, став второй по упоминаемости маркой на мероприятии и обогнав исторические дома моды, которые могли похвастаться множеством глобальных амбассадоров и знаменитостей. Официальные данные подтвердили, что присутствие Ким Тэхёна стало решающим фактором для Селин на мероприятии.
Тэхён стал одним из главных драйверов МВ по всему ПФВ, обеспечивая более 70% от общего МВ бренда. Тэхён подтолкнул Селин, которая возвращалась на ПФВ после перерыва, с беспрецедентной интенсивностью в короткий двухдневный период отслеживания. Пришел напомнить вам, как сильно он влюблен. Статья от СМИ «Красная дорожка» или «Бархатный канат». Тем не менее, общественная реакция оказалась в значительной степени критической. Многие фанаты азиатских артистов считают инициативу скорее исключающей, чем инклюзивной. «Они на самом деле не уважают азиатских артистов», написал один пользователь Reddit, получив более 300 лайков. «Или не считают их равными, чтобы действительно ставить их в один ряд с западными исполнителями. Это выглядит как западоцентризм и превосходство». Культурный критик Ким Хён Сик назвал инициативу проявлением культурного империализма. Это выглядит как попытка отделить азиатскую музыку в отдельную категорию и не дать ей конкурировать на равных условиях. Похожим образом была создана категория Latin Music. Это также можно рассматривать как способ ограничить ее влияние. Он также отметил, что критерии Грэмми не способны полностью отразить влияние кей-поп, которое формируется не только музыкой, но и фан-культурой и сообществами. Конечно, кей-поп должен использовать любые возможности для получения Грэмми, но в долгосрочной перспективе его основа должна оставаться в Корее, добавил он, упомянув инициативу правительства по созданию фестиваля и премии «Феноменон». Ограничение правил. Однако главный вопрос – смогут ли BTS вообще претендовать на новую награду? Согласно обновленным правилам Recording Academy, азиатский язык должен играть существенную роль в композиции, а не ограничиваться несколькими словами, вставками или адлибами. Это может усложнить ситуацию для некоторых будущих релизов BTS, включая гипотетический альбом Arirang. Например, заглавный трек «Swim» полностью англоязычный. В то же время би-сайд композиции вроде «Body to Body» «Hooligan» содержит корейские строки, но их соответствие критериям остается под вопросом. Даже до введения новых категорий эксперты начали иначе оценивать перспективы BTS. В частности, внимание привлек проект Кацае, номинация этой мультинациональной женской группы, созданной HYBE и Geffen Records, показала растущее влияние корейской индустрии в США. Музыкальный критик Лим Хиен отметил: BTS и HYBE явно стремятся к победе на Грэмми. Номинация Кацае показывает их растущую сеть влияния в американской индустрии и способность воздействовать на голосующих членов Академии. А вы тоже хватаетесь за сердце, когда на друзей смотрите? Самые популярные кей-поп айдолы и группы по версии Google Trends в 2026 году. Существует множество способов оценить популярность айдолов и групп. В этой статье я сравнил айдолов и группы в Google Trends, чтобы измерить их относительный интерес как в мире, так и на крупнейших рынках кей-поп. Причины, по которым мне нравится использовать Google Trends. Очень немногие, если вообще кто-либо, фанаты постоянно ищут своих любимых исполнителей в Google, чтобы увеличить количество поисковых запросов, поэтому эти цифры, скорее всего, отражают подлинный интерес. Google получает значительный трафик из большинства стран мира,
включая Южную Корею. Он хорошо подходит для прямого сравнения. Вы можете получить одни и те же данные почти для всех групп и айдолов в одном и том же месте, используя одни и те же методы. Некоторые оговорки. Google не используется в значительной степени в некоторых странах, включая Китай, один из крупнейших рынков K-pop. Хотя на Google приходится 47% поискового трафика в Южной Корее, он не так доминирует, как Naver. Есть причины, по которым айдола или группу могут искать в Google, помимо их популярности, поэтому в этой статье я использую термин «интерес», а не «популярность». Однако довольно легко определить, когда поисковые запросы в отношении айдола или группы завышены из-за обстоятельств, не связанных с их популярностью, и я старался учитывать эти факторы, когда это было необходимо. В общем рейтинге первое место – Тэхён, второе место – Чангук. Касательно Японии, хотя Тэхён и Чангук значительно превосходят всех остальных, их показатели почти совпадают. Такой Тэхён Hits Different. В очередной раз напоминаю вам, что Чангук – милашка. Второе место. Уровень счастья Чангука часто напрямую зависит от знаков внимания Тэхёна. Было уже такое не раз и не два с одними наушниками на двоих. Зато почти официально рядышком, то есть в таком случае просто должны быть рядом. Первое место. Для Чангука Тэхён всегда был и остается синонимом доверия и комфорта. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.